Вы знали, что со следующим обновлением Windows у вас будет работать в 1,5 раза медленнее? Это связано с тем, что в Windows 11 по умолчанию для всех будет включено шифрование данных BitLocker, которое снижает производительность ваших дисков. Новшество придет с обновлением 24H2. Функция будет включена даже в Windows 11 домашней версии, хотя она уже давно присутствует в Windows 11, но она отключена по умолчанию в Windows 11 Home и Professional. Да и в целом она ориентирована в первую очередь только на корпоративный сегмент. BitLocker – это вообще технология шифрования дисков, которая есть встроенная в Windows. Она позволяет защитить данные на жестких дисках и съемных носителях. Когда вы ее включаете, данные автоматически шифруются, обеспечивая безопасность при потере или даже краже устройства. Это важно для защиты конфиденциальных данных и предотвращения несанкционированного доступа к информации. BitLocker может оказывать некоторое влияние на производительность системы, особенно это очень остро ощущается на SSD-накопителях. Недавние тесты показали, что активация BitLocker может замедлить работу SSD до 45%, а обычных жестких дисков до 30%. От обычной стандартной скорости чтения и записи. Кроме того, она снижает также ресурс ваших жестких дисков. Проблем у BitLocker две. Первая заключается в том, что при утере ключа или если вы забыли пароль, вы не сможете получить доступ к своим данным. А вторая это тоже снижение вот этой же скорости вашей работы, вашей операционной системы, жестких дисков. Если у вас стационарный компьютер, который находится дома, и никто посторонний доступа к нему не имеет, то эта функция нам не нужна совершенно. Или если вы там пользуетесь компьютером на работе, тоже знаете, что никто к нему не будет доступа иметь, то тогда вы эту функцию можете отключить. Как ее отключить, сейчас я вам расскажу. Шифрование дисков с помощью программы BitLocker. Нам нужно перейти в меню «Пуск», «Настройки» и здесь нажать «Шифрование данных». Выбираем. Тут выбираем «Управление шифрованием диска». Вот у меня остался заблокирован только один диск. Вот я его сейчас разблокирую. Оно просит ввести пароль или вставить флешку. В данном случае у меня просто запаролено. Вводим пароль. После чего выбираем здесь «Отключить BitLocker». Отключить BitLocker. Все. Также такую операцию, если у вас заблокировано будет несколько дисков, нужно будет проделать с каждым диском. Если вы вдруг забыли пароль или у вас отсутствует флешка с ключом, то тогда вам придется диск отформатировать с потерей всех данных. Если вдруг вы хотите какой-то диск, наоборот, включить BitLocker, тут просто нужно будет перейти сюда же, тут же нажать «Включить BitLocker». Тут выбираете метод снятия блокировки. Или с помощью флешки, или с помощью пароля, но лучше использовать два способа сразу. Вводите пароль. Вводите пароль. И выбираете еще резерв. Тут еще есть возможность сохранить файл резервный. Это если вы вдруг забудете пароль, а флешки у вас нету. После чего я выбираю сохранение файл, нажимаю
Далее. И тут, соответственно, запрашивает шифровать только занятое место, тобто те данные, которые есть, или зашифровать весь диск. Я, в принципе, рекомендую воспользоваться первым способом. Все, выбираем здесь, оставляем новый режим и начать шифрование. У меня прошло оно довольно быстро, потому что у меня тут диск пустой, но если у вас есть много данных, то этот процесс может занять довольно много времени, до часа, а то и больше. Все, спасибо за внимание.